Давненько у нас не было экономических обзоров, но повод выдался показательный. Некие источники из российского банковского сектора пообщались с Bloomberg и выразили вполне внятные опасения о приближении долгового кризиса. Очевидно, пытаясь через западную прессу донести до начальника, что так дальше жить нельзя. Это хороший повод и хорошая отправная точка для разговора. Сегодня только вначале хочу попросить вас подписаться на канал. Сейчас новостей из России не так уж и много, а если они и есть, то не особо позитивные, да еще и лето. Канал наш в такие периоды немного проседает. Новые подписчики помогают преодолевать такие просадки. Так что, если вы еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. И нажмите колокольчик, чтобы сразу открывать видео. Давайте вкратце разберемся, что у нас вообще происходит в российской экономике. Возьмем за стартовую точку начало 2020 года. Тогда не было еще ни коронакризиса, ни войны, экономика еще не была искажена. Это вообще был последний нормальный с экономической точки зрения период. Тогда общий кредитный портфель российских банков составлял чуть более 50 триллионов рублей. Наконец 2024 года суммарная задолженность перед банками в экономике более 115 триллионов рублей. Рост более чем вдвое за неполные 5 лет. Это нормально? Абсолютно ненормально. Кредитование, как и прочие показатели деловой активности, должны расти примерно со скоростью роста ВВП, процентов на 5 в год максимум. Здесь же они растут почти на 20. Что выглядит как классический кредитный пузырь. Граждане и компании хотят жить сейчас взаймы у светлого будущего. Люди видят, что у всех вокруг растут доходы и отправляются за автокредитом или ипотекой. Потребляют больше, чем на самом деле могут себе позволить, поскольку считают, что завтра доходы будут выше и оплата сегодняшних долгов не будет проблемой. Предприятия видят рост совокупного спроса, обеспеченного большими государственными расходами с одной стороны и ростом кредитования с другой, и тоже залезают в долги. Ведь если у доставки роллов оборот вырос в 3 раза за год, то любой нормальный предприниматель идет в банк за кредитом на расширение, чтобы открыть вторую, третью кухню, нанять побольше людей, купить оборудование и так далее. Так устроена экономика и ее перегрев. Неадекватные госрасходы, возникновение у людей неадекватных военных выплат и просто денег, которых быть не должно было, резкий рост зарплат в околовоенной сфере, различные госпрограммы вроде льготной ипотеки – все это ведет к неадекватному росту спроса на всех рынках сразу. Неадекватный рост спроса стимулирует граждан и предприятия тратить еще больше. Квартира, купленная вдовой погибшего или в льготную ипотеку, это же не только спрос на рынке жилищного строительства. Каждая новая квартира – это новая, например, кухня. И вот уже производитель кухонь видит, как у него спрос улетает в небеса и спокойно идет брать кредит на расширение бизнеса. Схема раскручивает сама себя. Люди покупают больше квартир, чем могут себе позволить. Производители стройматериалов и мебели берут кредиты на расширение бизнеса и создают спрос на рынке труда. Их сотрудники больше зарабатывают, больше заказывают роллов и пиццы, доставщики роллов и пиццы тоже берут кредиты, расширяют производство, повышают зарплаты и так далее. Останавливается все это дело только в тот момент, когда всеобщие ожидания светлого будущего вдруг не оправдываются. Когда вдруг оказывается, что зарплата не выросла так, как гражданин ожидал, а у него уже ипотека, машина в кредит, ремонт в кредит, плюс 5 кредиток, выведенных в ноль. И оказывается, что гражданин уже не в состоянии наращивать свое потребление, а даже наоборот. Отныне его задача обслуживать свои долги. А производитель кухонь тем временем сидит в кредитах, взятых под ожидание, что завтра будет построено вдвое больше домов и куплено вдвое больше кухонь. Когда подобного не происходит, оказывается, что теперь у него куча простаивающих станков, куча лишних цехов и складов, а главное – кредит подо все это взятый. Но даже это не будет слишком большой проблемой, ведь можно перекредитоваться, рефинансировать задолженность. Но только если в этот момент резко не подорожают деньги. Ведь тогда вы окажетесь в ситуации, где и спрос сжался, и денег никто вам ниже 25% в год не даст. На этом моменте кредитные пузыри начинают схлопываться. Просто вскрывается очевидное. Все внешнее благополучие было основано на том, что все жили в долг. Потребляли в долг, расширяли бизнес в долг. Пока долги накапливались, это не было проблемой, потому что они сами себя подогревали. Это становится проблемой в тот момент, когда беда приходит с обеих сторон. Когда выясняется, что вы должны банку за открытие второго ресторана, но у ваших клиентов кредитки исчерпаны,
и они перестают ходить даже в первый. Так вот, банкиры Блумбергу рассказывают сейчас ровно эту историю. Вместе с охлаждением экономики растет процент дефолтных кредитов, а следом ужесточается выдача новых займов. Новые кредиты не просто дороже за счет ставки, их еще и сложнее получить. Коротко говоря, именно такое положение вещей вынуждает финансово-экономические власти всеми силами сигнализировать: дорогой гражданин начальник, у нас на носу рецессия, спад экономики. Сейчас становится вполне очевиден ответ на вопрос: как экономика воюющей страны может выглядеть так бодро? Экономика, у которой на практике не может быть все хорошо, откуда ушли инвесторы, где резко выросли риски для активов, затруднен экспорт и импорт, частично утрачены традиционные рынки. А ответ довольно простой. Пока государство тратило как не в себя то, что накопило за годы нефтяного изобилия, граждане и предприятия тоже хотели тратить как не в себя и активно под это дело занимали. Два эти процесса в сумме предельно разогнали инфляцию. Центробанк в борьбе с нею резко поднял ставки, что привело к естественному исходу. Денег занято много, спрос в экономике прежними темпами не растет, новые же деньги взять невозможно. Так выглядит классический кредитный пузырь. Но у нас ситуация особая. Окруженная охлаждающейся экономикой стоит военка, которая будет только раздуваться. Что мешает пузырю нормально себе лопнуть, а экономике оздоровиться. Дальше обсудим, что происходит после взрыва пузыря в обычной ситуации, а что будет в нашей. Сначала прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста. США – исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор». Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. «Мигратор» уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов «Мигратор» также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты «Мигратора» сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжим. Взрыв пузыря обычно работает как очистительный шторм. Когда предприятия массово разоряются, когда множество людей теряют работу, рынок сразу насыщается рабочей силой и незагруженными мощностями. Грустно, если у вас был ресторан, который вот так вот разорился. Но если вы, наоборот, решили ресторан открыть, то толпа безработных поваров и официантов, куча свободных помещений за копейки и едва используемое оборудование, которое продается по цене лома, все это вам только на руку. У нас такого не произойдет. В нашем случае экономика искусственно искажена. Рабочие руки и производственные мощности заняты в огромном непроизводительном секторе. По адекватной оценке, только сама по себе армия ежедневно пожирает 1000 трудоспособных мужчин. Каждый день с рынка труда исчезает эквивалент персонала приличных размеров фабрики. Каждые 2 месяца российский рынок труда худеет на московский метрополитен. И это только непосредственно армия, только похудение рынка труда за счет привлечения наемников в армию. Государство не перестанет строить новые заводы по выпуску самолетов и танков. Ему совершенно точно понадобится завтра больше дронов, чем сегодня. В этом смысле наша рецессия будет выглядеть не так, как ей в принципе положено. Обычно кризис выжигает в экономике всю неэффективность.
Оказывается, что нельзя по кругу друг другу продавать ипотечные кредиты безработных, что дом в глуши Миссисипи не может вот так вот просто взять и за 7 лет подорожать в 5 раз. У нас же ситуация противоположная. Закредитованность и отсутствие доступа к дешевым деньгам ударит именно по реальному сектору, по производительным отраслям. Начиная с жилищного строительства, которое тут, очевидно, первый теленок на заклане, заканчивая всей нашей прекрасной сферой услуг. При этом вся высвобождающаяся рабочая сила не будет перетекать в более производительные и эффективные компании, как было бы при обычном кризисе. Ее будет просто пожирать растущий военный сектор. Вместо того, чтобы кормить людей в модном ресторане и производить добавленную стоимость, человек пойдет собирать дроны. Российские чиновники ровно такую картину прямым текстом и описывают. Они говорят о том, что грядет ситуация времен позднего СССР, которая, если сводить ее к очень простому описанию, выглядит так. Вся страна работает на государство, производя никому не нужную ерунду. Все являются госслужащими, питаются из единой нефтяной трубы. И все это работает до тех пор, пока по трубе течет достаточно долларов. Здесь, в случае взрыва нашего пузыря, на поверхности останутся отрасли, которые напрямую финансируются из бюджета, которым без разницы, что на рыночный спрос, что на привлечение заемных средств. Можно ли так жить? До некоторого времени можно. Политическому режиму в его нынешнем виде плюс-минус по барабану, что некоторая часть экономики, погрязшая в кредитах, столкнется с сокращением спроса и прекратит существование. По барабану, что некоторая часть банковского сектора, если не грохнется, то существенно ужмется. Плохо по естественным причинам будет гражданам. Если ваш магазин на Wildberries или Озоне резко просядет в продажах из-за того, что у покупателей стало меньше денег и исчерпались кредитки, а у вас вместо денег куча закупленного в кредит товара, хорошо в этой ситуации не будет никому. С другой стороны, пока бюджет получает нефтедоллары, он в состоянии нанимать людей для тех целей, которые ему интересны. У государства пока есть возможность построить еще больше дроновых заводов и еще больше народу отправить в окоп. Закончится все это тоже очевидным образом. Когда вдруг окажется, что с одной стороны бюджетный сектор раздулся до невероятных размеров, что теперь бюджетник — это не только школьный учитель, но даже блогер в ВК-видео напрямую от бюджета зависим. А с другой стороны окажется, что бюджет по какой-то причине больше не в состоянии тянуть сверхрасходы. Быть не в состоянии тянуть сверхрасходы он может по двум причинам. Первое, если расходов станет больше, чем бюджет в принципе в состоянии обеспечить. 3 триллиона дефицита в этом году, пока еще есть резервы, он тянет. Какой-то дефицит сможет осилить и в следующем году. Но при стремительном росте военных и околовоенных расходов конец тут неизбежен. Рано или поздно объем бюджетных средств, прокачиваемых по экономике, сожмется, а с ним неизбежно рухнет весь остаток спроса. Это длинный путь саморазорения войной. Вторая причина – падение нефтяных доходов, и это путь короткий. Крякнет ли Китай и начнется ли там рецессия? Придет ли в себя Ближний Восток? Станет ли Иран мирным и выйдет ли из-под санкций? В целом не важно, что именно произойдет. Государство сделало бюджет единственным донором экономики. Если окажется, что у бюджета резко просели доходы, в то время как все остальные сидят в долгах, это будет кризис, которому нет равных. Есть еще и третья причина, по которой кризис может начать развиваться быстро. Экономический блок, включая ЦБ, Минфин и так далее, сейчас состоит из в целом компетентных людей, которые хорошо знают свое дело. И хоть политического влияния у них и нет, безумных экономических решений они не принимают. Этот либеральный шабаш может рано или поздно надоесть как самому главному начальнику, так и его окружению. Если разнообразные Чемизовы с Бастрыкинами таки разберутся с этой либеральной кликой и поставят руководить экономикой проверенных товарищей типа Глазьева или Белоусова, кризис также может произойти очень быстро. С самого начала войны государство сознательно искажало экономику, вытягивая все ресурсы, в первую очередь человеческие и производственные, в военный сектор. А военный сектор имеет уникальную особенность. Его продукция никому не нужна. В его случае государство выступает как единственный инвестор и единственный же покупатель. До тех пор, пока у государства есть сверхдоходы, отрасль эту можно поддерживать. Но стоит доходам сократиться, как обнаружится, одна огромная отрасль, втянувшая в себя почти все производительные силы, полностью зависит от государства и жить без него не может. Сразу нужно тут самих себя предостеречь от чрезмерного пессимизма, ну или оптимизма, для кого как.
Да, проблемы в экономике российской накапливаются. Да, долговой пузырь невозможно надувать вечно. Когда бизнес, набравший долгов на волне перегретой бюджетными деньгами экономики, не может перекредитовываться, это картина классического кризиса, который обязательно придет к своему логическому итогу – разорению не отдельных предприятий, а целых отраслей. Но не нужно из этого делать вывод, что закончатся деньги на войну, что проблемы в экономике и бюджетный дефицит приведут к невозможности финансировать скупку новых наемников или строительство заводов и производство оружия. Такого не произойдет. Можно не сомневаться. Как бы ни сложилась ситуация с доходами бюджета на следующий год, расходы на оборону снова вырастут. Ведь, как мы уже не раз говорили, каждый день войны неизбежно стоит дороже предыдущего. Год назад по территории Украины запускали 50 дронов в сутки, а сегодня мы читаем заголовки уже про 500. И дроны эти не от сырости заводятся. Не стоит обманываться их копеечной стоимостью в сравнении с другими видами вооружений. Десятки тысяч долларов за единицу превращаются в ежедневно и бессмысленно сжигаемые миллионы долларов, когда речь идет о сотнях штук. Путин успешно выгреб все советские запасы оружия, техники и боеприпасов. За любой снаряд, купленный у Ким Чен Ына, нужно платить здесь и сейчас. Любой танк, любой БМП, любой грузовик уже нельзя просто поднять с хранения. Их нужно произвести с нуля. Привлечение новых солдат стоит очень дорого. Дело не ограничивается прямыми выплатами за подписание контракта, хотя и они очень большие. Реклама стоит денег, реферальные программы типа «Приведи друга за 100 тысяч» стоят денег. Платить ежемесячную зарплату стоит денег, посмертные выплаты стоят очень больших денег. Фронт перемалывает людей в огромном количестве, и новые люди становятся все дороже. На место тех, кто подписал контракт за 400 тысяч, приходят те, кто подписал уже за 3 миллиона. У федерального бюджета и у экономики в целом тут исключительно сервисные функции. Первые 2 года войны финансировались за счет огромной нефтяной премии, сформированной за счет идиотского формата санкций. 3-й и текущий 4-й год войны тратятся резервы. Закончатся резервы, будут повышать налоги, сокращать другие статьи расходов, выпускать облигации и занимать деньги. Экономические аргументы в случае войны просто не работают. Задача финансово-экономического блока во что бы то ни стало найти Путину деньги на войну. За счет чего и где их будут искать, как это повлияет на экономику в целом, это все проблемы индейцев, которые шерифа не волнуют. Поэтому, когда мы обозреваем экономические проблемы, когда российские чиновники пытаются докричаться до Путина с предупреждением о надвигающейся рецессии, когда банкиры сливают свои опасения Блумбергу, не стоит интерпретировать это как сигнал скорых перемен. Путин потратит на войну столько денег, сколько ему будет нужно, и будет их тратить до тех пор, пока существует его режим. До завтра.